This is барматуха. This барматуха. 2 дня барматухи, и мы смотрим микроскоп. Вот у нас микроскоп. How much is now? We're doing Something around 1.5 200. 200 200? Yeah. Ah, really? Yeah. This is 20, this is 10. Oh, 200, just 200. And we can to see the life. Look, they moving. You So can to pretty play with the quiet. focus. Mm-hmm. Lactobacillus. I see the lactobacillus. Maybe round is cocky. מה זה? Yeah, and they're very happy. They're swimming around. Мы когда с ними разговаривали о том уже, ну вот я чуть-чуть что успел поснимать, вот. А за кадром получается, что а, он там видит еще эти споры всякие, там, ну, водоросли. Вот. И ему понравилось, потом уже он пошел на большем микроскопе смотреть. И что удивило его, что он говорит, я не видел жизнь такую, как бы она, говорит, гармоничная, она не прыгает там никто. Обычно, говорит, когда патогены, ну, не то что патогены, там много вот грамм отрицательных, когда бактерий, вот. И вообще, говорит, вот берешь, говорит, среду, там есть, говорит, обязательно, говорит, такие, ну, как бы провокаторы, которые ну, смотришь, говорит, микроскоп, а они, говорит, летают туда-сюда, ту-ту, пространство, все как бы разрознено, хаос. А говорит, я барматуху смотрю, они все, говорит, такие довольные, говорит, все плавают, там, говорит, даже крутятся, говорит, между собой там переплетаются разные, ну, бактерии. И нет, говорит, такого, говорит, как вот я вижу, ну, как бы бардака. Ну, вот это балаган у них называют. На иврите это балаган. Ну, как бы бардак такой. Когда вот есть разрозненные какие-то вот организмы, и они устраивают там гонки, говорит, на микроскопе, говорит, их даже не видно, говорит. Вот. Это, говорит, всякие там, ну, грамотрицательные, вредные штуки. А у вас, говорит, нету, говорит, этого в Барматухе. Они все счастливы, все, говорит, плавают такие довольные. И при том, говорит, такое количество и биоразнообразия, говорит, всяких. Коков много, лактухи много. Причем лакта есть такие длинные, что я даже не знаю, что это. Я вот уже второй микроскоп там не смог снять. Вот, ну просто не дали из-за там лаборатории, типа все дела. Вот. И там приближать, если там вообще начинается, там танец жизни. Это вот 200 было у нас на микроскопе, а на 1000 там вообще. Вот. Дальше вот у них исследования будут, там, может, 2000 и больше будут смотреть. Эти там с гормонами будет исследование. Вот я им повезу, обещали позвать меня. У них будут исследования, 3 вида исследования. Одно будет исследование на защиту, не знаю от чего, не сказали. Вот, растений. Будут исследовать разные препараты. Барматуха будет в том числе там у них. Вот. Плюс контрольная группа. Вот. Будут гормоны. И третье он мне на иврите сказал, я не понял. Я потом уже при встрече буду четко с ними разговаривать, мне интересно. Ну, они мне дадут все равно потом исследование инвитро, что они там по лаборатории сделали, или инвиво там, ну, они инвиво будут делать, ну, они же будут его как бы барматуху-то вносить вместе с остальными препаратами. Вот, и он мне начал там параметры перечислять, я на иврите очень плохо разговариваю, ну, вообще. Вот, то есть я могу там рассказать, там, как мой день прошел, вот, и что хочу купить. Сложный язык для меня, поэтому я уже когда приеду, там уже я с переводчиком, там с телефоном, тут мы уже переведем ближе к делу. Вот. Обещали вот пару-тройку недель и запускать вот этот вот эксперимент они будут. И засунули барматуху туда. Вот ребята, у меня друзья там, 2 этих биолога, один занимается грибами, вот, а другой занимается как раз-таки вот почвой. И там еще в каждом департаменте, там у них, ну, они обросли же этим, кабинеты науки. Там у них по почве 30 кабинетов, и в этом кабинете еще там 30 кабинетов. Ну, например, там вот есть, у них вот будет проходить вот несколько отделов этот будет исследование проходить. То есть там и защита, и гормоны, и еще что-то.
И вот, допустим, та же защита у них для поля, там, допустим, отдел, который занимается защитой для поля один, и в этом защите для поля еще там сотрудники, которые занимаются вот это там червяками защитой, это там насекомыми, этот от тех, то есть там целое еще, в общем, подразделение. Ну, вот эти вот оба биолога, которые вот грибами занимаются и почвой, вот они, первые вот были, кто вот в микроскоп вот это посмотрели, вот. А там уже профессор смотрел, который вот как раз вот этот вердикт и дал вместе с нами. Он говорит: "Ой, говорит, ребята, говорит, как много всего, говорит, ну это, говорит, не канализация". То есть вот как раз таки вот вопрос был. Я говорю: "Вот какашками". Он говорит: "Нет, это, говорит, не то, говорит, я даже, говорит, по запаху чувствую, что это совершенно другой продукт и в микроскопе", говорит. Я говорю: "А вот, ну, всякие компосты, все". Он говорит: "Вообще по-другому все выглядит, совершенно". Говорит: "Вот у вас, говорит, я, говорит, вижу тут просто, говорит, вот мне похоже, говорит, это, ну". Он такой уже начал там немножко это разговорился, там с водой связано, говорит. Вот такая, говорит, вода, это, говорит, больше в воде, говорит, вот такое. В речной, что у вас? И то, говорит, там такой концентрации нету, там супер концентрация. Супер много всего вместе, вот похоже на как бы на какашки, но и не какашки. Вот. Я не знаю почему. Ну, наверное, потому что там все-таки у нас присутствуют еще и, ну, все, наверное, и археи, и грибы, и там всякие штучки. Да, там всякие червячки какие-то маленькие, там еще что-то. То есть помимо вот этих всех клеток, там всякие эти интересные такие тоже были эти жизни. Интересно, вот споры, причем споры там разные. И я так понял, еще и гельминтные там, наверное, споры есть. Но вот споры грибов, грибники точно увидели. О, говорит, это вот споры грибов, то-то. Ну и всяких там, конечно, ошметок, биопленок полно. То есть, ну, оно прям супер наполненное жизнью. Вот что, говорю, вот удивились именно вот этому порядку. Оно как бы там спокойно, оно прям, прямо, говорит, танцы, говорит, там не крутятся между собой, там в капельках. Вот так вот Замбула. Так что Барматуха это не просто хаос, а это вот он спокойный, упорядоченный и повергает биологов в шок вообще. Все, я прям твое вот это аудиосообщение наложу на эти съемки Барматухи. У меня до этого тоже парень смотрел один, говорит, там, говорит, ну, он мне показал, я, говорит, тебе могу показать только бактерий, с грибами, говорит, там по-другому надо смотреть. И он мне показал, там, говорит, тоже танцы, говорит, ну, необычайные. И он мне показал тоже вот такие, вертелись там между собой. Ну, ну, как бы крутились еще от счастья, они там крутятся, танцуют, понимаешь? Вот от того, что им по кайфу. Для них это очень важный компонент, их отходы жизнедеятельности. Они их запасают, короче, они знают, для чего они служат, и они их даже запасают в гумус первое время. Гумус же не отдает вот просто так, а сам по себе соединением химическим не является. А как-то они сложены, эти все элементы каким-то образом сложены, не соединяясь между собой. Ну, поначалу. Потом они со временем, там, с годами, со столетиями, у них связями обрастают их связи молекулярными. Все эти молекулы разных элементов. А поначалу они их как-то хранят вот так. Ну, что они ими смываются, и как бы их вот сжечь можно. Сжечь ультрафиолетом все эти связи гумусовые. И вот человек вот это успешно делает, перекапывая землю. Ну ладно, хорошо. Спасибо тебе. Вот я так думаю, что по каким-то номинациям Барматуха выиграет. Но было бы фурором, если бы она по всем номинациям все их препараты обставила. Вот это был бы фурор, и тогда бы уже ученые, ну, обратили на нее внимание. Хотя, может,
уже заинтересуется. Что-нибудь да она покажет на этом конкурсе. Ну, на этом сравнительном как бы тесте, да? Поэтому не пропусти его, обязательно воспользуйся вот этим случаем. Видишь, у них насколько продвинутее, чем здесь. Они уже тестируют, видишь, разных этих, на патогены, там, на вот это все. Патогены она должна точно так же успокоить. Они точно так же должны начать там танцевать от счастья и перестать всех убивать, понимаешь? Вот и все. Там, наверное, много водорослей, которые свойственны вот водоемам, ну, всяким болотам, там вот так. Но это микроводоросли. Поэтому он говорит, это не канализация. Из человека, ну, такое количество микроводорослей не выходит. Ну и как бы это нормально. Это очень хорошо. Микроводорослей должно быть очень много. Это как бы микрорастительность в почве, внутри почвы. И она еще фотосинтезировать умеет на поверхности, когда бывает.